Всем мексиканский привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Каких-то 2-2,5 часа, и мы уже находимся в горах в городе Вале-де-Браво. Сегодня покажем достопримечательности этого города. На закате мы приехали в наш отель, и пока не стемнело, я хочу показать вам нашу комнату, потому что она безумно красивая. Как только мы вошли, мы, конечно же, смотрели налево, направо, потому что везде столько уголочков, где можно сделать красивые фотографии. У нас безумно красивый вид с балкона открывает. Очень много деталей, которые украшают по-особенному эту комнату. Большая двухспальная кровать. И такое ощущение, как будто, знаете, вот эта вот окружность, она как будто бы показывает закат в этом красивом городе. У кровати, конечно же, есть две тумбочки. В комнате есть растения, цветы, большое зеркало. Это здорово. Мне нравится, когда зеркало не только в ванной комнате, но еще и в самой комнате, потому что оно не запотевает, удобно краситься. Также здесь есть телевизор, отлично работает Wi-Fi, есть разные каналы, Netflix, можно подключить YouTube. Есть рабочее место, где можно сесть, монтировать видео для нас. Ну и, конечно же, главная изюминка этой комнаты – это какой-то просто волшебный вид на горы, на местность. Слышно, как поют птички. Сейчас еще такое время заката приятное. Ну и давайте покажу вам нашу живую комнату. Тоже очень просторная, необычная. Зеркало практически до потолка, раковина из камня. Видно, что все новое, сделано с душой. Приложил, видимо, руку еще дизайнер. Здесь нам подготовили гель для душа, мыло для рук. Есть фен. Так, и сама душевая находится здесь. Новая сантехника. Красивый цвет стен. Также здесь есть и кондиционер, и шампунь, и гель для душа. Отель называется Casa Tisatos, это бутик-отель, и сейчас я вам проведу небольшой его обзор. Пройдем внутрь, здесь уже припаркована наша машина, что очень удобно. Двор украшен многочисленными цветами, только зелени красивой. Здесь находится комната для гостей, а сама хозяйка дома проживает в соседнем доме. В доме есть красивый сад. Да, здесь можно увидеть бегающих собак, но сейчас они куда-то совсем убежать далеко, видимо, к хозяйке. В теплую погоду в саду можно загорать, сейчас немножко прохладно. Также здесь есть возможность приготовить барбекю, есть все для этого необходимое. Помимо этого, в качестве украшения в саду есть фонтан. Он, правда, сейчас не работает, но я думаю, что в теплое время года его включают. Пройдем в сам дом. Снизу большая гостиная, общая комната, где гости могут проводить время. Есть диванчики, кресла, журналы, книги, большой телевизор, очень уютная комната. Кстати, каждую комнату проектировал член семьи, в которой принадлежит этот отель. Так как отель совсем новый, здесь еще нет ресторана, еще нет завтраков, но я вижу, что все к этому практически готово, есть общая кухня. Сейчас ей можно пользоваться, у нас летают птички. Если вдруг у вас есть желание самостоятельно приготовить, это можно сделать. Здесь есть и кухня, пара столов для того, чтобы расположиться и перекусить. Из ресторана также можно полюбоваться на горы, на красивый вид Вале-де-Браво. Всего в доме 2 этажа. Лестница украшена бабочками, потому что именно здесь обитает бабочки-монарх,
которые прилетают из Канады на зимовку сюда. Здесь потеплее для них погода, поэтому этот район ими славится. И жители, конечно же, любят этот факт и покупают такие магнитики. Везде в городе можно купить сувениры с бабочками. Я поднялась на второй этаж. А еще лестницу украшает большое зеркало. Здесь тоже все очень красиво. Есть кресло в коридоре, книги. Здесь еще одна общая территория. Здесь у нас Кирилл летает на дроне. Так что сейчас еще мы посмотрим виды с высоты красивые. Как полет? Да, здорово. Отсюда видно даже лагуну, на которой мы только собираемся сегодня поехать. На этой террасе можно не только полюбоваться на красивые виды, но еще и позаниматься спортом, потому что здесь есть коврик для йоги, велосипед. А мы с вами давайте полюбуемся видами и полетим с дрона. Теперь вы увидите эти кадры. Приехали в парк, который называется Кедр Херат. Он знаменит тем, что здесь обитают бабочки-монархи. По крайней мере, они должны были быть здесь, но мы сейчас уточнили в кассе, и нам сказали, что бабочки все улетели в январе, то есть мигрировали обратно к себе на родину, в Канаду и США. Мы до этого читали информацию, что бабочки здесь с ноября по февраль, сейчас как раз у нас февраль, поэтому мы приехали на них полюбоваться, но нам сказали, что, к сожалению, вы можете увидеть только лишь, как это ни странно, их трупы. Те бабочки, которые здесь остались, до них надо идти еще по тропе 1,5 часа в одну сторону, заплатить за вход порядка 120 песо, но мы, наверное, пропустим в связи с этим данное Возможно, если бы у мероприятие. нас там было 2 или 3 дня в этом городе, то обязательно прошли бы по этой тропе, полюбовались бы природой, но хочется уделить время самому городу Валли-де-Браво. Да, но эти бабочки, они действительно очень популярны. Именно Валли-де-Браво славится этими бабочками. Везде вот логотип этих бабочек. Поэтому мы очень хотели в феврале сейчас на них полюбоваться, потому что сюда мигрирует огромное количество этих бабочек. Они пролетают около 4500 километров, как я уже говорил, из США и Канады. Проделывают такой огромный путь. Вообще существует 2 парка, вот этот Пьедро Херада и один еще в штате Мичоакан. До штата Мичоакан ехать 2,5 часа, поэтому мы выбрали этот парк. Но я думаю, что в этом парке, что в том парке, сейчас мы не увидим бабочек. Да, этот парк находится примерно в получасе езды. Вот Валли-де-Браво. Ребята, зацените мой уровень подготовки к посещению этого парка. Значит, у меня здесь кофта с бабочкой, у меня татуировка бабочки, у меня сумочка с бабочкой. И лишь в парке нет бабочек. Что поделать? Кстати, мы сейчас встретили других туристов, и они говорят, что на прошлой неделе они ездили в другой парк в Мичоакане, в штате, но было дождливо, и они не увидели никаких бабочек. Хотели поймать второй шанс, приехали сюда, и снова облом. После неудачной попытки посетить бабочек, мы приехали в соседний город, который называется Авандаро. Здесь располагается красивый водопад. Водопад называется Белен-де-Нови, что в переводе с испанского «Фата невесты». Спускаемся вниз. Как мы знаем, Валли-де-Браво – это не просто город, но еще и административный центр. Поэтому город Авандаро относится к административному центру Валли-де-Браво. Да, в Валли-де-Браво находится несколько водопадов.
Но мы сейчас посетим, наверное, самый красивый из них, который называется «Фата невесты». Можно было подумать, что мы уже дошли к водопаду, но нет. Это всего лишь навсего небольшой водопадик, который находится на пути к главному. Сейчас мы идем дальше до нашего водопада. Видим множество сувениров, в основном с бабочками. Вот, например, вот с такими. Бабочка-монарх. На топе бабочки есть, а в парке их нет. Видим очень много людей, в основном пенсионеры. Сюда они приезжают, видимо, централизованно, с экскурсией. И вот мы как раз попали в гущу событий. Вот смотрите, водопад впереди за листвой. Очень красиво. Мексиканские пенсионеры остались позади на обзорной площадке, а мы с вами хотим дойти поближе к водопаду. Сейчас уже по дороге встречаются и камни, и корни. В общем, дорожка не такая уж и ровная, но все равно достаточно пологая. Минут 15 мы, наверное, спускались к подножью водопада. Здесь видим немного людей, также лошади. Видимо, можно спуститься к водопаду на лошади за отдельную плату. Ну и совсем скоро полюбуемся этим 35-метровым водопадом. До этого мы видели водопад Фата невесты в штате Чапас. Ну а здесь Фата невеста выглядит так. Я бы назвала это не фата, а юбочка невесты. У водопада множество каскадов. Некоторые из них находятся вдали. Я сейчас пыталась пройти, но я думаю, что это не так просто будет сделать. Здесь тропинка немножко скользкая. Все-таки я смогла пробраться поближе и полюбоваться одним из каскадов этого водопада. Сейчас мы приехали в город Валли-де-Браво, добрались до обзорной площадки, ехали на машине по извилистой дороге. Дорога была вся в таких, знаете, усеяна камнями, то есть щебенка крупная. В общем, сейчас идем на обзорную площадку, посмотрим, платный ли вход. Вход бесплатный, но просят небольшие чаевые внести. Да, поэтому оставляем всю мелочь, которая была у нас в машине, и уже поднимаемся наверх. Высота 1860 метров. 1860 метров – это общая высота над уровнем моря, там, где мы сейчас находимся. А подниматься нам на обзорную площадку предстоит 368 метров. До вершины мы еще не поднялись, но здесь уже есть небольшие обзорные, откуда открывается красивый обзор на лагуну. По дороге попадаются различные указатели. Вот, например, сейчас была табличка «Пещера воздуха». Здесь очень много камней, я бы сказала, даже глыб огромных, мимо которых можно гулять и смотреть на красивые виды. Мы встретили здесь очень необычные деревья, я вижу такие впервые. Посмотрите, у них и цвет необычный, и форма листьев их. Хотя, наверное, вообще хвойные деревья. Смотрите, нашла листочки у этого дерева, прям под цвет моих ногтей, и они тянутся как резина. Проходим сквозь большие камни, скалы, солнце пробивается. Также есть ущелье, в которое можно зайти. Но здесь уже, наверное, только Тома проберется. Вы пройдете вместе со мной, а Кирилл пусть там остается завидовать нам. Так,
здесь небольшие проходы, практически как лабиринт. Пробивается немножко солнышко. Здесь можно выйти либо с этого пространства, либо вот с этого прохода. Здесь уже немного неудобно. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не упасть и не свалиться в обрыв. О, видите, как я пробираюсь. Опа. Так, готово. И здесь можно полюбоваться на виды сквозь эти необычные деревья. Также солнце красиво светит сквозь эти скалы на закате. Потрясающие виды. До нашей финальной точки осталось идти совсем недалеко. Вот крест, который символизирует конец пути. По нашему скромному мнению, это вообще самая красивая обзорная площадка, которую мы только видели в Мексике. Здесь и птички летают, и деревья необычные, и скалы красивые, и вид на лагуну Валли-де-Браво. Красота! Одного только, ребят, не хватает – полетать на дроне. Но, к сожалению, не получится этого сделать, потому что наш дрон сегодня решил искупаться в водопаде. Да, в этом выпуске вы видели водопад. Там я решил немножко полетать и неудачно приземлился, и дрон решил окунуться прямо в реку. Поэтому мы его достали, просушили, но пока не решаемся его включать. Надеюсь, он будет жить, но шансов немного. Сейчас солнышко уже садится, мы начинаем свой спуск вниз. Хотим доехать до центра города, поснимать площадь, церковь и лагуну. Вот примерно по такой дороге приходится передвигаться здесь по городу. Крупные камни, не знаю даже, брусчатка это назвать или не брусчатка, в общем, и склоны очень резкие, вверх, вниз. То есть этого сейчас только малую часть я вам подснял. В самом центре Валли-де-Браво с парковками совсем напряженно, но есть частные парковки, куда можно заехать и, получается, как во двор заезжаете и паркуете там автомобиль. Стоимость от 15 песо за час. И сейчас мы пешком уже гуляем по улочкам Валли-де-Браво. Где-то они пешеходные, где-то они автомобильные, но в одну сторону. Очень узкие улочки, знаете, такие, похожи на некоторые города Колумбии, да? Ты сравнивала с каким городом? Колумбия, в Перу, похоже. Сравнивала, кстати, с Саленто, да, там тоже так же было уютно, красиво. Ну и сейчас мы между делом дошли уже до главной церкви этого города, церковь Сан-Франциско. Совсем рядом с церковью мы видим красивый небольшой парк. Сейчас вечером уже много людей, много торговцев.
Смотрите, какие интересные блюда здесь готовят. Значит, помидоры на гриле, но самое важное – это кактусы. И внутри этих кактусов фасоль. ¿Y cuánto cuesta para una? 35. Gracias. 35 песо за одну штучку. Сейчас мы дошли уже до лагуны, спустились вниз. Здесь красивые буквы установлены. Также есть небольшая обзорная площадка. Сейчас мы на небольшой обзорной площадке перед лагуной. Кстати, она также имеет ряд развлечений. По лагуне можно прокатиться на теплоходе, можно прокатиться на моторной лодке. Также здесь популярны водные лыжи. Поэтому очень много всего. А еще здесь популярен, не знаю, как вид спорта, с парашютом, когда разбегаются и прыгают. Что-то типа параплайдинга. Да, параплайдинг или как-то так. Вот. Поэтому по городу, на самом деле, можно было бы погулять еще пару дней. Но, к сожалению, у нас всего лишь сегодня был один день. И мы, наверное, не все успели. Тем не менее, увидели самые красивые места, поднялись на обзорную площадку. Хоть и не посмотрели на бабочек, но доехали и рассказали вам о них. Да, ребята, обзорная площадка просто топ. Вот туда прям обязательно советуем. Если водопад еще можно пропустить, вот бабочки, ну, мы, по крайней мере, смогли пропустить, то обзорную площадку пропускать ни в коем случае нельзя. Ну а если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии нам. А если на канал не подписаны, то, конечно же, подписываемся и колокольчик. Дзынь. Всем до новых встреч, всем пока! Всем пока, ребята!